Какие тренировки? Как зовут вас? Дмитрий. Полностью. Ковзиков Дмитрий Владимирович. Дата рождения. 31.01.2001. Откуда вы? С России, город Кострома. Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью, на его публикацию? Да, даю. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Я кадровый военнослужащий. Вот, в общем, нас отправили в командировку. Отправили на автобусе, там на КАМАЗах. Так мы попали на Украину. Когда это было? 20 января. А где вы служили? ВДВ. Как долго вы вообще служили? 21 года. Это вы как бы отслужили срочку и подались на контракт, правильно? Через некоторое время. Через некоторое время. Наверное, не было другой работы, вы выбрали себе эту, или вы всю жизнь мечтали служить? Да, вот так вот решил, захотел. Работа всегда есть. Ну, не всегда, не у всех. Некоторые говорят, вот у меня не было другого варианта, я тут служил в армии, поэтому. Возможно. Вот вы служили, да, все это время. В 22 году начинается война. Угу. Что вы о ней знали, слышали, понимали? Да, я не смотрю ни телевизор, ни новости. Как бы я понимал то, что со слов, то, что вот там специальная военная операция идет. Вот. И все. Я не углублялся ни новостями, ничем. То есть, не сидел, не листал. Расскажите тогда, что было потом, вот, когда вы заехали уже? Куда заехали, да, что там происходило в Украине? Уже? Приехали, точнее, нас привезли, и мы сразу поехали, отправили на передовую. То есть мы находились в окопах все это время. Это какой населенный пункт? Если честно, я не знаю. Кременная, по-моему, где-то там, под Кременной. Снова Кременная. Много здесь есть Кременной. В принципе, оно и логично, потому что многие попали в одно время. Да. Так, и что вы делали в этих окопах? Сидели, обороняли. Вас сразу в окопы повезли? Ну да. Как долго вы прообороняли? И какие были события, сопровождали? До 5 февраля. 5 февраля нас взяли в плен. А что было до 5 февраля? Вы просто сидели в окопах, да, и ничего вообще не происходило? Меняли просто и позиции. Просто все. Артиллерия, может, работала по вам, или вы работали? По нам прилеты были. Так. Что, какие они, чьи они, это неизвестно. Просто были и все. Были и были. Понятно. Мимо никакая техника не проезжала. Что-то лес. Стояли все время просто, получается. В смысле? Как вкопанные стояли вы там на месте, и ничего не происходило? Нет, происходило. Были прилеты там минометов, там с танков, но то, что там кто-то ездит, никто не ездил. Угу. Понял. И что ж произошло 5 февраля, вы сказали, да? Да, 8 утра. И что произошло? У нас было распределено дежурство, и кто-то не посчитал нужным поспать. И так получилось, что к нам подошли и вставайте, хлопчики. И все. И все? А что еще? Нет, попытались что-то сделать. Это замах на самую короткую историю. Есть еще короче. У некоторых. Есть такие, которые час повоевали? Да, я тоже слышал. 3 часа. Час, 3 часа. Рекордсмен час, конечно. Приехал, через час попал в плен. Нет, вообще как? Нас должны были этим утром поменять. И то есть ночью такие же ходили в маскхалатах. Тут пришли, мы думали, нас менять пришли. А как оказалось, не менять. А сколько вас вообще там было? Порядка 20 человек. Всего 20? Это рота была. Рота ВДВ 20 человек? Да, резервно у нас считалось. Там все были контрактники, все были регулярные? Нет, там были мобилизованные контрактники. Мобилизованные тоже? И контрактники, и мобилизованные. Там контрактников-то раз-два и обчелся. А при взятии в плен вы говорите, вам сказали, хлопчики, выходим, да? А вы говорите, что-то там пытались сделать. Что, например, вы пытались сделать? Да, ничего. Нет, я повернулся к своему автомату, а там еще люди были. Украинские военные? Они в маскхалатах были, я сначала не понял, все славянской внешности. Не было там таких. Прямо отличий. Натовцев не было?
Я не видел их. А как это так? Это Ну, подожди. я не видел их в принципе. Вся Россия воюет с НАТО. Ну, так, Уже возможно, последний возможно год. где-то есть. Я просто, в принципе, их не видел. Как я могу их сравнивать? Да нет, ну, возможно, действительно где-то есть. Просто вот, в Ну, принципе, вот может сколько быть, не разговариваем, тут даже вот уже вы третий человек поговорил. Может быть, есть. Я же не могу... Конечно. Ваша собственная мотивация какая-то, кроме того, что вот вы солдат, была еще или нет? Да нет. Ну, у меня не было... Ну, как? Я же не могу сказать нет. Я не могу сказать да. Ну, то есть я не рвался туда вперед. То, что вот давайте. Почему? Вы можете сказать и нет, и да, и обосновать, и аргументировать как бы вообще без проблем. Как может отказаться? Ну, сказать нет на приказ. Можно. Как? Если вы считаете этот приказ преступным, вы вообще не имеете права его выполнять. Вы должны сказать, этот приказ преступный, я его выполнять не буду. Преступным он был, ну, вот я не знаю, вот мне сказали, иди убей вот прямо вот человека. Ну, а чем отличается вторжение? Ну, в а чужую трактуется страну? сейчас, это не война, а специальная военная операция. Как бы она называется так. Это как ее там называют, вы же понимаете, Ну, что это по факту. Ну, так в том-то и дело. В том-то и дело, что можно сказать нет. Ну, Не, я, конечно, понимаю, прекрасно понимаю, что вы скажете нет, вас либо уволят, это как минимум, либо попытаются посадить, это как максимум. не знаю. Я ж не проверял. Да. Были шансы погибнуть у вас в этой всей истории? Да, конечно. Если бы вы погибли, за что бы вы погибли? Не знаю. Вы, однако, весельчак. Ну, Не, так, это хорошо, конечно, в любой ситуации. ну стараться. как, если мы на войне, конечно, есть шанс погибнуть. Ну, Да. мы лежали под минометом, под обстрелами. Верно. Так, а за что? Не знаю. Ну, можно вот предположить, что вы вот вознеслись и такой смотрите на себя сверху вниз. Я погиб за. И дальше по тексту. Не знаю за что. Ну как? Как минимум для себя, я не знаю, там, то, что я же гражданин России, Так. я же за Россию поехал. Я же не знаю, что там, как оно на самом деле. Ты пока не проверишь, ты не узнаешь этого. Так ведь? Нет. А Конечно, как? нет. А как? Ну вот, допустим, у вас тут по телевизору одно показывают, у нас бы там другое показывали. Кому верить? Нужно же все увидеть. Верить своим мозгам, если они в состоянии проанализировать, профильтровать всю эту Так, а информацию. находясь, ну, допустим, дома, как я могу это, ну, Да очень просто, элементарно. Есть Россия, да? так, Вы, у вас есть жена? нет. Нет еще. Нет. Дай бог будет. Жена, дети, да? То есть вы можете вырастить детей, воспитать их, обучить, обеспечить, для того, чтобы это были добропорядочные граждане, Так. люди. Вырастить дерево, построить дом. России от этого будет польза? Так какая ей польза от этого? России какая Да. польза? Нет, ну, В том, что когда люди вот на территории какой-либо страны, они живут хорошо, растят детей, воспитывают в прямом смысле, в полном смысле этого слова, строят дома и сажают деревья, то на вот этой вот территории становится хорошо жить. угу. И это польза. Просто от Ну, как мертвого минимум. человека пользы уже никакой нет. Ну, это понятно. Он уже не воспитает детей, у него уже не будет Ну, семьи, понятно. дома и всего прочего. То есть это просто утилизированный материал, назовем это грубо. И вот если бы вы погибли, у вас уже в жизни больше ничего не было. Ну, это логично, да. Да, ну это максимально. Само Соответственно, собой. и толку от вас бы тоже никакого бы уже не было. Да. Да. Соответственно, я вот и задал вам этот вопрос, ради чего бы вы погибли. А вы уходите к тому, что ради России, а я вам объясняю, что ради России нужно жить, что тоже логично, а не умирать. Верно? Логично. Ну, логично, верно. Логично, верно. Мы не знаем, за что бы вы погибли, но погибнуть у вас шансы были. Но поскольку вы не погибли, вы можете улыбаться просто и говорить, я как бы не знаю. Все именно так. Хорошо, а
Как вы думаете, вы, конечно, не можете говорить за других, предвидя ваш ответ, но как вы думаете, а есть ли смысл все-таки людям идти сюда воевать? Ну, кто-то идет деньги зарабатывать, кто-то идет, я не знаю. Хорошо, это смысл. Деньги зарабатывать – это смысл. Тут вопросов нет. Еще. Не знаю. Тут, То есть это жестоко, цинично, да? Ну, действительно есть люди, которые вот идут сюда для того, чтобы заработать денег. Ну да, есть такое. Это хотя бы какая-то аргументация. А Ну, еще? Нет, как бы, я встречал людей, которые об этом прямо говорят. И я встречал. Ну, Я понял. А еще, кроме заработать денег? я не знаю. Для чего они, сюда идут. Вы же для чего-то пошли. Ну да. Потому что меня отправили, у меня приказ был. Вот для этого я и пошел. Ладно. Давайте еще с одного бока зайдем. Вы все знаете наперед. Вас отправляют, вы идете? Если я знаю все наперед, то, конечно, нет. Все-таки нет. Нет, да. Подождите, так вы же российский солдат, который должен пользу большую России принести. Я сюда приехал, я своими глазами посмотрел на вот это вот все, я бы не поехал. Хорошо. Давайте подробнее о том, что вас конкретно не устроило. Вот это вот все. Как минимум, такая вероятность погибнуть, то что вот она, вот так вот ты можешь просто взять и погибнуть. Тебя вот не час, через час тебя просто накроет миномет, там град, что-нибудь, и все. Лучше сидеть там, я не знаю, тогда уж там вот эти, сколько там тебе дадут, но ты будешь живой сидеть. Супер логично. Так как еще? Вы правда думаете, что для того, чтобы выяснить эту информацию, нужно было обязательно сюда попасть? Да нет, просто я не задумывался даже об этом. Так. Стоит ли об этом задумываться, как вы считаете? Конечно, стоит. То есть вы можете рекомендовать вот вашим одноходкам, допустим, да? Если кто-то решит, то да. Поинтересоваться все-таки. Конечно, хотя бы в курсе. Как же я им скажу, а они, что им мои слова? Так же, как и мне, вот чьи-то другие слова, так же, как телевизор, новости. Допустим, вы не послушали и не вняли, соответственно, не вняли просто потому, что не послушали. А вас может послушать кто-нибудь? Может быть, да, так я также скажу, а вот я проверю, как оно будет. Я скажу, что вы не эксклюзивный в этом смысле. Уже где-то 3-й или 4-й человек отвечает именно так. Надо было поехать и увидеть для того, чтобы понять. Да. Но все-таки ввиду постоянно возрастающей цифры тех, которые приехали для того, чтобы увидеть, понять, и вот их, собственно, слов, может быть, кто-то другой все-таки послушает. И говорит, слушай, что-то было слишком уже много тех, которые хотели просто поехать и увидеть, понять. Может, все-таки стоит их послушать уже. Возможно. Потому что 500 интервью, а то и больше уже, наверное, у нас на канале. Вот с такими, как вы. И все, что надо было, это просто потратить 3-4 часа времени, 5 часов, выборочно кликнуть на любые видео за любой период времени. И просто послушать, и знаете, много бы сразу мыслей появилось. Но опять же, что они посмотрят на ютубе, это понятно, я не знаю. Нет, подождите, вы реальный ВДВшник какой части еще раз? 331-й, парашютно-десантный полк. Вот такой вот части вы десантник. Реальный житель города. Кострома. И вас знают люди, я уверен в этом. Ваши одноклассники, однокурсники, просто соседи. Они же все в зоне риска мобилизации. Возможно, да. Невозможно, а скорее всего, да. Но сейчас мобилизация, как я знаю, отменили же. Не хочу вас переубеждать здесь, потому что вы сейчас подумаете, что я тут какую-то пропаганду рассказываю, все такое прочее. Просто сейчас пошла очередная волна мобилизации. То есть она в принципе не останавливалась, мобилизация, никогда. Но сейчас уже пошла очередная волна массовой. У меня тут новостей нету, я же не знаю. Я же говорю, проверить. Короче, они все в зоне риска. Смысл в том, что каждый из них может посмотреть, послушать и вполне возможно внять вашим словам. Возможно, да. Как долго мы готовились к записи этого интервью? Да не готовились вообще. Вы еще спросили, потренируемся? Спросили? Да, спросил. Спросил. Я сказал, никаких тренировок быть не может, потому что это не нужно. Все как есть. На камеру будем звонить? Обязательно.
Алло, А как без камеры? Алло, добрый день. Добрый день. здравствуйте, я не вижу только вас. Не знаю, я на видеосвязи. Если хотите, можете включить, сейчас посмотрите, поговорите по видеосвязи со своим сыном. Меня зовут Владимир, я журналист, и я всего лишь хотел предупредить вас, что этот разговор под запись и для публикации. Под запись разговор, слышали, да? Да. Все, передаю. Все. Привет, сынок. Привет. Как дела? Как дела? Да нормально, у тебя Лучше всех. как всегда. Ну, Все нормально у тебя? да, потихоньку. Держимся. Что там нового И слышно? вы, и мы. Пока ничего. Ну ладно. По обмену ты имеешь в виду? Да, ну, в принципе, как дела? Так, все нормально, мы все. Что про нас-то? Ждем вас всех. Ну ладно. Как только, так сразу. Когда? Как только, так сразу. Мы же с тобой оптимисты. Вопрос. Что там в общем, как дела у У тебя- всех? Ничего, и от Иры от всех привет, от папы. Сегодня созванивались, и бабушка, все, все сам понимаешь, всех даже перечислять не буду. Всем привет и тебе. Ну, всем также привет. Хоть твою улыбку. Все хорошо будет, сынок. Да, все нормально. Все, давай. Чао, какао. Можно вопрос маме, ненавязчивый? Погоди. Да, еще там можно минутку-то хоть посмотреть на тебя. Тема. Можно вопрос, а потом еще посмотреть на вас. Спасибо большое. Можно вопрос вам задать? А потом еще на сына посмотрите, насладитесь. Вы просто вот когда говорите, я понимаю, что это фигуральное выражение для связки слов, все будет хорошо, да? Вот. А вы вот осознаете, как у многих семей и у многих людей и у многих детей от этой войны уже не будет хорошо никогда и ничего? Это, знаете, не только в наше время, это в любую войну, наверное, касаясь. Также наши бабушки, дедушки также были, правильно, все против. Понимаете, как бы не то, что сказать, что я не вылезаю в политику вообще в это все. Понятно, что это мимо, тем более семей, участвующих в СВО, не пройдет никак, мимо каждой семьи. Как говорится, я бы за мир во всем мире. А почему же тогда вы не хотите мира, если вы за мир во всем мире? Почему россияне не хотят Нет, мира? если конкретно... Да как Россия не хочет мира? Все хотят мира, так же, как и вы, так же, как ваш народ, так и наш народ. Кто сказал, что мы мира не хотим? Все хотят мира. Наверное, ни одного человека не найду такого, который не хочет мира. Просто люди, которые мира хотят, они же в другую страну с оружием-то не приходят. Как сказать, если вы имеете в виду, что почему я сына туда, как говорится, отпустила или как-то, я не отпускала его. Он у меня человек военный, то есть как бы дан приказ и все. Я даже вас об этом не спрашивал. Поговорив с вашим сыном 15 минут, я даже вам этот вопрос не задавал. Касательно сына своего имею в виду. Не-не-не, я вообще в общем, даже не касательно вашего сына, а в общем интересуюсь просто вот срезом мнений россиян, да, вот как это согласовывается вот у людей в голове. Мы хотим мира, но мы идем к вам с войной. Мы не идем с войной к вам, мы идем на помощь обратившимся к нам, к нашей стране, народу, так назовем. Так это же украинцы. Так вот почему украинцы обратились к нам,
России, в нашей А вы, стране. скажите, пожалуйста, вы их как-то подсчитали, тех, которые к вам обратились? Конечно, лично я в этом вообще как никак участие не в этом вопросе. Вы понимаете, Ну, вы за Донбасс, наверное, говорите сейчас, да? Ну и да. Вы понимаете, что с момента вторжения 2014 года России на Донбасс оттуда выехало только 1 миллион человек в Украину сразу же? Ну, опять же, и к нам же много приехало. И в Россию много приехало, и в Европу очень много приехало, и в Польшу, и в Беларусь. Ну, это как бы известно, это слышно Да. с всех сторон. Так, а вот, может быть, не нужно было просто сюда идти, никого защищать, чтобы этим людям не пришлось никуда уезжать? Ну, понимаете, еще раз я повторюсь, это вопрос не... Как сказать, я же вам не дам ответа. Вы же знаете изначально, что я вам ответа на этот вопрос не дам. Так вы поймите, я вас не пытаюсь переубедить и поспорить не пытаюсь. Я пытаюсь понять образ мышления. Вот вы говорите о том, что нас попросил народ, да? А я вам говорю, что случилось с этим народом после того, как он вас якобы попросил. То есть от Донбасса, который вас якобы о чем-то попросил, практически ничего не осталось. Там остались несчастные люди, которые просто хотят жить, и чтобы их никто не трогал. Вместо этого Россия в рамках мобилизации берет этих людей сейчас и отправляет их гибнуть на мясо. Ни один из них ни разу оружие в руках даже не держал. Можете спросить у своего сына, я не знаю, что он вам ответит, но он здесь с такими находится. Вместе в лагере. Оружие ни разу человек не держал, он просто хотел спокойно жить. Россия зачем-то подняла одного украинца, дала ему автомат для того, чтобы он пошел убивать другого украинца. Вы называете это освобождением или защитой кого-то? Ой, я не хочу спорить в этом вопросе. Ну, как говорится, у вас вот такая вот такое описание всей этой... Как, это, ну, не войны, даже не знаю, как сказать, такого состояния. Не войны, да? Ну, не войны, вот, ну, правильно меня поймите, как бы я не особо еще была готова к разговору. Я имею в виду, что у вас такое, а у нас вот немножко как бы другое описание этой ситуации, что ли, я не знаю, вот сейчас, в данный момент, как сказать это. То есть... У нас совсем другое понимание. Понимаете, в чем дело? Вот вам достаточно 20 человек выставить с плакатиками российскими, 20 человек, которые скажут: придите, нас защитите, и вы в это поверите. Вам как бы, ну и вот все ваше описание ситуации. Вы ничего не знаете о том, как это происходило, как произошло вторжение России, как туда заехала техника, как началась война, как уже... Около 500 000 человек в этой войне погибли. Таких же детей, как ваш сын. Чьих-то родителей, матерей. У вас какое-то описание ситуации. У меня к вам вопрос. А может, не надо было просто в другую страну вообще лезть? Может, так было бы проще для всех? Я еще раз говорю, наверное, знаете, что это вопрос не в наш адрес. Мы также своих сыновей не хотели победить на войне. Я понял. Ну скажите, пожалуйста, а если ваш сын повторно поедет в Украину, вы скажете окей? Или попытаетесь как-то этому попрепятствовать? Попытаюсь. Попытаетесь. Ну и на том уже спасибо. Даю вам сына обратно. Спасибо. Да чё, как? На звонки вы ходите, да? Хоть и не очень часто, но ходите. Ну, Посылки ходим. вы получаете. Ну, насчет посылок я не... Ну, можете получать, имеете такую возможность. Ваша мама может выйти на местных волонтеров, и вам передадут посылку. Ну, возможно, как говорят, да. Как бы еще... Ну, это уже просто подтвержденный факт для меня. Получаю. Нет, ну кому-то приходит, да. Да. А мы о наших пленных, которые находятся в России, ничего не знаем, потому что никакой информации не дают вообще. Это ж О так же- посылках или звонках даже речи быть не может. От нас-то это тоже как бы не зависит. Там такое содержание, здесь такое содержание, как бы я не знаю. Я понимаю. Вы понимаете, что вы оккупант? Нет. Нет. Вы понимаете, что такое оккупант? Ну, те, кто незаконно пришли и сказали, вот это будет наша территория там. Почему же вы не оккупант? Ну, потому что.
Потому что потому? Серьезно? Я бы был оккупантом, если бы я пошел, купил оружие, сам сел, приехал и что-то свое здесь, ну, выдвигал. Это вы были бы террористом в таком случае. Ну, Скажите, солдаты нацистской Германии были оккупантами, когда захватили Польшу, к примеру? Возможно. Невозможно, а так и было. Так возможно или точно? Ну, так и было. Солдаты Третьего рейха, они сами себе купили оружие, пошли и захватили что-то? Ну, я, если честно, в историю сильно не углублялся. Да, проблема в том, что вы как бы не очень-то углубляетесь, ну, вы, ваша мама, я ничего не хочу, никому не хочу сказать там, да, но вообще россияне, да, не сильно углубляются в историю и вообще не углубляются особенно в текущие события, в происходящее, а страдают просто не только они, но и мы от этого. Потому что если бы углублялись, то было бы понятно, что вот тебе есть Россия, вот тебе Украина, развивайтесь там, живите. Если вас что-то тут не устраивает, кто-то тут вам очень сильно нужен, возьмите их, заберите себе этих людей. Дайте им, опять-таки, дома, обеспечьте их там чем-нибудь. Пусть люди зарабатывают, строят, рожают детей, воспитывают семьи, и вот вам ваша Россия. То есть не нужно ходить сюда, здесь кого-то защищать, потому что вы даже конкретно не понимаете, кого от кого, в каких пропорциях и так далее. Скажите, пожалуйста, если уже исходить из логики защиты, да, кого в таком случае защищали вот у меня в Киеве за 11 километров от моего дома? Ну, я не знаю, я не был в Киеве, я был в Нет, Кременной. это я уже говорю, знаете, в пространство для зрителя, для такого же российского зрителя, как вот ваша мама, например. Вот Сумская область, Черниговская область, Буча. Киевская область, это Буча в том числе. Февраль-март 22 года, да, берем вот этот отрезок, смотрим, что там делала российская армия, смотрим просто на тот факт, что она там была. Да. Ну, все, что Туда ее точно никто не звал. И вот вопрос, что она там защищала? Я не могу на это ответить, я не знаю. Хорошо. Еще тогда вопрос, а чем в принципе в таком случае вы отличаетесь от нацистов? Кто вы? Российские солдаты. Много чем. Например. Ну вот я привел аналогию, вы сказали, вы не оккупант, да? Потому что вы лично не взяли оружие. Что делали нацистские солдаты? Вторгались на чужие земли, Ну, убивали вторгались, чужих, что делали? убивали и других людей. Ну, хорошо, а российские солдаты что делали? Вторгаются на чужую землю, убивают людей. Ну, как зашли домой, убили? Да, и в том числе зашли домой, Да никто бы не дал и в этого. затылок расстреляли, и в яму бросили и закопали, в том числе. Никто бы, ну, там, хорошо, тогда в Германии, наверное, были прямые приказы такие. Покажите мне, где в России будет такой приказ. Я не знаю. Вот я много слышал, там именно со стороны Украины, там заходят, детей насилуют, убивают. Да, это все подтвержденные, доказанные факты. Вот человека уже в международный розыск подали, чтобы вы знали. То есть ваш президент это уже международный преступник. Да. И будет он в Гааге, и будет он отвечать, так же, как и другие международные преступники. По крайней мере, я на это надеюсь. Я не могу утверждать, это еще надо доказать. Потому что россияне, они вообще ничего не понимают через аргументы, они понимают только через силу. Окей. А где эти люди, которые, ну, кто ими руководил, вот, которые заходили, там, как говорите, к стене в затылок убивали, вот, детей насиловали? Как это Российские командиры ими руководили. Кто ими руководил? Что такой приказ, до сих пор. иди убивай, вот заходи сюда, убивай людей, вот тут насилуй детей. Мы имеем так видео со спутников, где просто выводят людей, вот так вот ставят и расстреливают. Мы имеем свидетельские показания, мы имеем людей, которые вернулись из российского плена, мы имеем людей, мы имеем захоронения, эксгумированные тела украинцев, например, под Харьковом, где их достают с следами пыток и насильственных смертей. Не знаю, том, в котором я подразделении был, так, в которых я знаю подразделения, ну просто бы никто не дал бы этого сделать. Такие же солдаты, которые даже там, неважно, мобилизированы, там просто не дали сделать. Я не знаю, откуда берется эта информация.
Эта информация берется из очевидных, подтвержденных, доказанных фактов. Подтвержденное может быть всякому. Там сказали, скажи, они и сказали. Хорошо. Давайте тогда еще раз вернемся. А что российские солдаты в принципе вообще делают в Украине? В той же Буче. Вот вы не верите в то, что в Буче я это не все был в Буче, было? я не знаю, что в Буче. Нет, ну вот по вашему мнению, что они там вообще делали? Кого они там защищали? Не имею понятия вообще даже. Вот. Видите, там, где вам удобно, вы не имеете понятия. Там, где вам неудобно, вы точно знаете, что такого не могло быть. Видите? Так я, в принципе, просто, я не знаю, что было в Буче. Я вот знаю, вот я был под Кременной, там, ну, не было такого. Под Кременной, может, такого и не было. Я не говорю, что Хорошо. такое есть в каждом подразделении, и каждый российский солдат такой. Я не говорю, что каждый российский солдат это изверг, который идет убивать и насиловать. Но начинаем с чего мы начали, с нацистов. Нет, так ну, и нацист не каждый был таким. Ну, так Там тоже были люди, которые просто на обобщаете оккупированных всё. территориях... Нет, где же я обобщаю? Вы говорите, что Нацисты все тоже русские были. такие, все русские солдаты Когда я такие. такое сказал? Вы сказали, русские солдаты похожи на нацистов. Да. Они все. Нет, я спросил, чем они отличаются. Вы говорите, нацисты убивали, насиловали. Я говорю, эти убивали, насиловали. Нацисты на оккупированных территориях ходили, людям хлебушек раздавали. И это было. Российские солдаты, некоторые тоже ведут себя, ну, как, знаете, как добрые люди в некоторых случаях. И нацисты точно так же себя вели. Так я вот спрашиваю, в чем же принципиальное отличие? Я не могу дать ответа. Потому что вы до сих пор не понимаете, что российская армия пришла на чужую землю. Если бы вы это понимали, вы бы понимали, что а, вы оккупант, и б, вы делаете ровно то же самое, что делали нацисты во время Второй мировой я войны. как бы это понимаю, то, что это чужая земля, так как это, ну, идет война, там специальная военная операция, она идет, ну, на земле, ну, на Украине как бы идет. Я это понимаю, ну, так это понятно, это логично. Тогда логично, что вы оккупант. Ну, Наверное. Называйте это как хотите. Это россияне могут называть что-то, как они хотят. А потом говорить, мы политикой не интересуемся или у нас другая информация. Я называю вещи просто своими именами, просто по факту. Есть оккупационная армия, которая заходит и пытается оккупировать территории. Там, где получили, там, где выгребли, оттуда ушли и сказали, это был, знаете, жест доброй воли. Слышали о таком? Опять же, вот там вот то, что российская армия вывозила стиральные машинки, туалеты. Да, это факт. Ну, это факт. Ну, в смысле, это вообще подтвержденный... Они не просто их вывозили, эти дебилы еще и пытались их через белорусскую почту домой отправлять. это, ну, как, какие-то специальные, это, не знаю, добровольцы, там, мобилизованные, кто это такие? Нет, это как раз регулярная армия. Это вот То есть в большинстве своем спалилась как раз регулярная армия, те, которые заходили в первой волне. Вот больше всего таких случаев зафиксировано, это была регулярная армия. Вагнеровцы, это те, которые зайки. Вот за ними как раз такого фактически не замечено. Потому что их там держат в ежовых рукавицах. Ну, Их там могут расстрелять прямо на месте, или же голову им разбить кувалдой. Кстати, как вы к этому относитесь? Или вы этого тоже правильно. не слышали? Правильно. Нет, ну слышал, как бы вот в плену, кто сидели с Вагнера, как бы я слышал, то, что у них есть какие-то свои тоже рамки, ну, которые, ну, нельзя переходить. А ничего, что Вагнеры это чистые наемники? Ну да, это наемники, это люди, которые пошли. А почему зарабатывать. россиян не беспокоит, что за российскую армию воюют Нет, чистые это наемники? частная военная организация. Как Да, бы, чистые наемники. Ну, такая организация есть в каждой, мне кажется, стране. Ну, Я не знаю, не надо спрыгивать на другие страны. Я сказал, в России возможно. наемничество запрещено? Запрещено. да. В Штатах, например, легализировано, там вот Blackwater есть, легализирована эта история. То есть это по закону у них. В России наемничество запрещено. В то же самое время есть ЧВК «Вагнер», чистые наемники, которые почему-то вот все вроде как по закону и не по закону. Это просто специально обученные люди когда-то, ну, она была, а вот то, Наемники, что правильно. набирают заключенных сейчас, Да, ну наемники. ну, возможно. Ну, если это реальный человек, который служит, который имеет принадлежность к российской армии, с ним должен быть заключен контракт, правильно? Он должен быть предопределен какой-то части военной и так далее. У этих людей ничего такого нет вообще. Ну, я не углублялся, я не знаю. Ну, чистой воды наемники. При том, что обыкновенные зайки уже закончились, очевидно, ну или имеют тенденцию к
заканчиванию, потому что уже пошли так называемые опущенные и все прочее. Вот недавно мы говорили с таким, ну, коллега мой говорил. Он рассказывал, как там по лбу ему, там, его другу там, стучали этим делом и все такое. Не знаю. За такое я не слышал. Да. Ну, поинтересуйтесь, то услышите, если захотите, конечно. А так, то суть очень проста. Россия должна понять, россияне должны понять, что у каждой страны есть свои границы, Ну, да. общепризнанные, которые признала и она. В случае с Украиной даже подписали Будапештский меморандум, по которому Россия, когда Украина отдавала ядерное оружие, Россия сказала не просто, что не вторгнется, а что еще и будет защищать территорию Украины в случае вторжения какой-то третьей страны. То есть даже так было. То есть мы отдали свое оружие, прошло время, это оказалось неинтересным, да? Ну и все, пошел Крым. Кстати, вот аннексия Крыма, это тоже законно и правильно, как вы считаете? Давайте не будем на вот эту тему разговаривать. Вообще, ну, я не могу за нее точно как-то что-то говорить. И, ну, как я могу рассуждать на эту тему, когда я не понял. интересуюсь? Я пытаюсь хоть как-то вас разговорить, да, на разные темы. Вы просто такой веселый. Ну, чем больше мы разговариваем, тем менее вы веселый. Вот в чем штука. А чем менее вы веселый, тем у меня впечатление, что вы больше задумываетесь. Возможно. Еще раз бы пошли в Украину? Думаю, нет. Ну вот вы сейчас возвращаетесь, это последний вопрос, я уже заканчиваю. Вы возвращаетесь домой, да? Ну, я не знаю, что будет дома еще, как бы. А дома, опять-таки, гипотетически ситуация следующая. Все нормально, красавчик. Ну да, попал в плен, ну ничего страшного. Бывает со всеми, ты не виноват, возвращаешься к себе служить. Ну что, друг мой, 2 недельки у тебя есть время, и через 2 недели ты едешь снова на СВО. Это какая-то подтвержденная информация? Не, это гипотетически, я же говорю, это я просто фантазирую. Допустим, если будет так. Вот просто последний вопрос. Да, думаю, нет, не поеду. Ну и ладно, хорошо, посмотрим. Время покажет, как говорится.